Здравствуйте, мои дорогие, любимые и родные! С каждым днем лето становится все ближе, а это значит, что становится все жарче. И у нас также ведь это Gamma News, самые вкусные и горячие новинки из мира компьютерных развлечений. Меня зовут Женя. Ну что, поехали? Рентгеновский снимок сторожевых псов такой мощной рекламной кампании, как у игры Watch Dogs, не было похоже даже у пятой GTA. Компания Ubisoft продолжает разжигать страсти вокруг своего экшена, но теперь французы вместо ореола загадочности решили использовать тактику информационной лавины. На этот раз создатели сторожевых псов выпустили видеоролик, который не оставляет никаких пробелов в основных знаниях о данной игре. 9-минутное видео в подробностях рассказывает геймерам о том, чем они будут заниматься в шкуре Эйдена Пирса. В обзор попали как хакерские действия главного героя, так и физическая активность с применением оружия, различной спецтехники и просто подручных средств. Поражает то, насколько интересной и наполненной событиями будет жизнь мистера Эйдена, а значит и всех геймеров. Им придется нападать на колонны с нелегальными грузами, внедряться в чикагские банды, следить за простыми жителями города и так далее. Особое внимание уделено автомобильной составляющей игры, ведь без колес под пятой точкой в Чикаго делать нечего. Эйден сможет угонять различный транспорт, участвовать в гонках, уходить от преследования полиции и даже перерегистрировать машины на себя. Причем в принятии решений всегда будет действовать принцип нелинейности. К примеру, в любой конфликтной ситуации вы сможете решить, драться вам, стрелять или попросту убежать. В общем, трепещи, бойся, пятая GTA, ведь о тебе попросту через 2 недели забудут, когда весь игровой мир усядется играть в Watch Dogs. Желание геймеров – закон. Об этом, видимо, вспомнили разработчики из студии Codemasters, решив вернуть свою серию автосимуляторов Grid Autosport гонки на серийных автомобилях, о чем их давно и слезно просили простые геймеры. В подтверждение этому игроделы выпустили трейлер, демонстрирующий геймплей с участием старых добрых Хонд, Фордов, Ниссанов и прочих автомобилей, которые можно встретить на обычных дорогах. Другое дело, что все игровые тачки будут нужным образом прокачаны для участия в гонках, так что поездки с ветерком игрокам обеспечены. Само собой, что помимо режима кузовных гонок, Grid Autosport предложит также соревнования в классах стрит-рейсинг и открытые колеса. В целом игроков ждет более 100 трасс, расположенных в 22 различных местах земного шара. В Европе релиз Grid Autosport состоится 27 июня на ПК и консолях как текущего, так и будущего поколений. Кстати, геймеры просили вернуть вид из кабины, к чему разработчики прислушались. Хорошо, когда игроделы играют в демократии и выполняют пожелания общественности. Microsoft глушит фантазию. Разработчики музыкальной игры Fantasy Music Evolved с удивлением и тревогой восприняли недавнюю новость о том, что далеко не все консоли Xbox One будут комплектоваться сенсорами Kinect. Для того, чтобы напомнить производителям консолей из Microsoft и простым геймерам, к чему могут привести такие нововведения, студия Harmonix выпустила трейлер своей игры Fantasy Music Evolved, где очень четко показано, что данная забава напрямую связана с использованием сенсорной системы Kinect, и работать без нее попросту не сможет. Само собой, у геймеров всегда останется выбор, какую комплектацию приобрести – с контроллером Kinect или без, но многие ведь сначала покупают консоль, а потом узнают о существовании специализированных игр для сенсорных систем. Музыкальная игра Fantasy Music Evolved выйдет в конце осени текущего года, и мы будем надеяться не растерять свою геймерскую аудиторию. Шах и мат с автоматом в руках. Конкуренция на игровом рынке ужесточается, поэтому разработчикам приходится придумать все новые и все более необычные сюжетные ходы, как, например, космическая шахматная стрелялка. Студия Hammerfall Publishing анонсировала игру под названием Warhammer 40 000 Chess Regicide. Как видно из названия, сюжет проекта будет взят из мира настольных ролевых игр Warhammer 40 000. Основу геймплея составит шахматные партии, но не обычные, а посвященные ордену космодесантников Кровавые Ангелы. Игровых юнитов, которые выступят в роли шахматных фигур, можно будет усовершенствовать, выбирая при этом одну из нескольких фракций. Разработчики обещают
стоит особое внимание уделить красоте и реалистичности анимации игровых героев. Выход Chess Regicide состоится уже в текущем году, правда пока непонятно, во-первых, на каких платформах состоится выход игры, а во-вторых, будут ли в ней использоваться хотя бы общие правила шахматной игры. Расстрел террористов у себя дома. Шутер Counter-Strike Global Offensive геймеры всегда ценили за реалистичность, но теперь им предстоит позабыть все свои игровые ощущения и приготовиться испытать совершенно нечто новое. Разработчики специальной платформы для передвижения в виртуальном пространстве Virtus Omni полностью адаптировали свою систему для игры в Counter-Strike Global Offensive и показали все это счастье на видео, особенно тщательно поработав над контролером в виде модели настоящей штурмовой винтовки. Игроделы смогли воссоздать абсолютно все нюансы игры в популярный шутер. Прицеливание, перезарядка, смена оружия – все это удобно и реалистично реализовано в системе Virtus Omni. Ну о ходьбе, беге и ориентации в пространстве и говорить нечего. Причем все это не какой-нибудь прототип, а вещь, которую вы можете заказать уже сейчас. Когда вы получите эту систему, не ясно, но известна ее точная цена – $500. Ну, это были все новости на сегодня. С вами была Женя. Пока!